Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, в этом видео поговорим о том, что ни в коем случае нельзя держать в своем доме, потому что это приводит к бедности, к нищете, да еще и к болезням. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и обязательно примите меры. Ну а прямо сейчас ставьте лайк, а в комментариях напишите слово «душа», тогда судьба наполнится огромным богатством и счастьем. Обязательно слово «душа» она вам поможет. Ну а мы с вами начинаем. Каждый человек любит свой дом, считает его чем-то особенным и на интуитивном уровне знает, что в нем сможет укрыться от различного рода проблем, бед, неприятностей, что это его гавань и его крепость. Одна категория людей следит за своим домом намного тщательнее, используя знания, которые передались от предков, и постоянно изучает что-то новое и применяет это на практике. Проводит энергетические чистки и различного рода ритуалы, чтобы привлечь в дом нужные, светлые и сильные энергии, которые сделают их жизнь и всех остальных, кто в таком доме живет, благоприятной, счастливой и полной изобилия. Другие же меньше времени уделяют значению дома, а также его энергетической чистке, и в результате получают дом, наполненный мелкими неприятностями, недопониманием между членами семьи, отсутствием денег, спокойствия и изобилия. Дом напитывается энергиями, которые излучают хозяева. Когда они положительные, это просто прекрасно и сказываются на нем благополучно. Но когда у человека был неприятный день на работе, конфликтная ситуация с коллегами, с руководителем, продавцом в магазине, и он, испытав неприятные ощущения, начинает притягивать негатив, который приносит в свой дом и в нем же оставляет. А негатив всегда будет притягивать негатив в большом количестве, что скажется неблагоприятное на энергетике жилья в будущем. Для этого и нужны энергетические чистки. Также дом должны наполнять вещи и предметы, которые только радуют сердце, глядя на которые возникают приятные эмоции, теплые воспоминания, а не желание поскорее избавиться от этой вещи. Но так как ее подарил кто-то из хороших знакомых, близких людей, то такое не делается, и это неправильно, так как эмоции, которые излучаются в этот момент в своем собственном доме, они негативны, и они вновь притягивают негатив, который портит энергетику дома. Если в таком случае будут проводиться энергетические чистки, она будет разрушаться медленнее. А вот если этого не делать, то разрушится очень быстро и начнет влиять неблагоприятно на всех, кто живет под одной крышей. Если с энергетическими чистками все понятно, то не стоит забывать о том, что энергетику жилья влияют другие факторы, вещи, предметы, о которых нужно обязательно помнить и не приносить это в свой дом. При этом ни при каких условиях не размещать, чтобы потом не пришлось жалеть о том, что в доме стало невыносимо находиться и хочется поскорее покинуть дом. А нормальным желанием каждого человека, указывающим на сильную энергетику жилья, является желание наоборот, поскорее вернуться в свой дом, ведь в нем восстанавливается биополе, эмоциональное и душевное состояние, хочется укрыться от любого рода проблем и неприятностей. Если что-то из того, о чем я вам сегодня расскажу, есть в вашем доме, срочно избавьтесь от этого и не выносите, на мусорку без сожаления. Так вы сохраните сильную энергетику собственного жилья в нужном вам состоянии, и она не повлияет на энергетики членов вашей семьи и вашу собственную неблагоприятно. Не стоит накапливать в доме старые вещи, так как они не пропустят в вашу жизнь ничего нового. Нужно запомнить одно простое правило, что каждая из вещей, которая приходит в нашу жизнь, имеет свое время, чтобы радовать нас. Затем это время уходит в прошлое, и вещь должна отправиться за ним, чтобы не мешать новым и светлым потокам поступать в вашу жизнь. Если вы будете держаться за старые джинсы, штопать их постоянно и в этот момент думать о новых, они у вас не появится, так как, во-первых, на энергетическом уровне место занято, а во-вторых, вы таким образом отправляете неправильный посыл, который звучит следующим образом: «Я вроде и хочу данную вещь, но пока мне с этой хорошо».
Вот Вселенная, слыша это, и не посылает вам ничего другого. Пройдет время, вы начнете расстраиваться, так как у вас все те же старые джинсы, притягивая в этот момент ненужные энергии как к себе, так и в свой дом. А вам в такой ситуации нужно подумать о том, как отправить правильно посыл, что сделать для того, чтобы получить новую желанную вещь. Отдайте свои старые вещи тому, кто в этом нуждается, если они еще в надлежащем состоянии. Ну а если нет, просто выбросите их на мусор без сожаления, а зная, что как только вы это сделаете, в вашей жизни все пойдет по-другому. И очень скоро то, о чем вы мечтали, думали, обязательно порадует вас, и вы не успеете опомниться, как так и будет. Не забывайте только благодарить Вселенную за это. Не место в нем и старой обуви. Это очень опасные вещи, от которых нужно моментально избавляться. Если вы ощущаете, что более не желаете их носить, с ними что-то произошло, и они стали неудобными или, например, модель устарела, так как через ступни ног к вам поступают различные энергии, как положительные, так и отрицательные. А старые туфли, кроссовки, сапоги, которые не радуют, кроме негатива, ничего не будут притягивать в вашу жизнь. А со временем они способны и вовсе перекрыть энергетические каналы, что скажется на проблемах со здоровьем, возникнут боли в ногах, в пояснице, а возможно и появятся болезни, которых можно было бы избежать, если бы вы ранее избавились от обуви. Такая обувь негативно будет сказываться и на энергетике жилья, так как притягивать негатив она будет не только к своему владельцу, но и в дом, в котором находится, мешая передвижению важных энергий по нему. Из-за этого энергетика жилья не будет обновляться должным образом, и такое ее состояние скажется на людях, которые в нем находятся. У них появятся частые головные боли, ночные кошмары, дети начнут капризничать, плакать без причин. Не стоит допускать к такому. Воспринимайте вещи как что-то необходимое для счастливой жизни. Они должны быть для вас удобными, а не вы удобными для них. Если что-то порвалось, испортилось, ему не место в вашем доме. Только так вы должны действовать и никак иначе. Попробуйте. Если так и делаете, если вы так не делаете, то сделайте, вам обязательно понравится. Наведите порядок в своих шкафах. Нужно содержать их в таком состоянии, вы увидите, как и эмоциональное состояние, и энергетика жилья начнут меняться в лучшую сторону. У вас будет появляться что-то интересное, разнообразное, грусти не будет места. Ко всему тому, если дом не заложен, в нем и дышать легче, поступает свет, а значит нет места тревогам, болезням, всегда эмоциональный подъем и отличное настроение. Зеркала обладают большой энергетической силой, поэтому с ними нужно быть очень осторожными, так как они способны влиять не только на энергетику людей, которые в них смотрят, но и на энергетику жилья в целом. Зеркала в вашем доме должны быть чистыми, ухоженными, а вот разбитым, поврежденным, с трещиной и с темными пятнами, которые могут на них появляться со временем, особенно это касается зеркал в ванной, не место, так как разбитое зеркало принесет беды, и даже если оно для вас имело значение, вы его склеите, бед избежать не получится. И сколько времени, сколько оно у вас будет, все эти беды через него будут приходить в ваш дом и разрушать его. Треснутое зеркало способно не только притягивать негатив, который в нем будет накапливаться, но и излучать его в большем количестве. Тому, кто в него будет смотреть, такое зеркало не подлежит энергетической чистке и притягивать светлые энергии впредь будет не способно. Зеркало с темными пятнами в ванной одно из самых опасных. Почему? Друзья, так как часто человек смотрится в него обнаженным, еще с капельками воды на теле или мокрыми волосами, а это с большой скоростью притянет к нему разрушительный негатив, который уничтожит его энергетическое поле очень быстро. Он станет беззащитный и будет впитывать любой негатив извне. Это скажется на уровне его жизни, а беды и проблемы будут преследовать такого человека на каждом шагу. Жизненные силы будут покидать, что может привлечь нежеланный жизненный этап и даже его загибель. Вся его жизнь станет таким пятном.
Поэтому, если с зеркалом что-то произошло, его сразу же нужно выносить из дома, используя для этого все правила. Битая посуда должна идти вслед за зеркалом, так как все битое уже не служит своим хозяевам, а играет, к сожалению, для них противоположную роль. Ведь она притягивает только нехорошие энергии, которые будут задерживаться в трещинах, а человек во время еды будет весь этот негатив принимать в пищу и тем самым перекрывать важные жизненные каналы, притягивать ненужные энергии. Если такой посудой накрыть стол, то он приумножит весь излучаемый негатив, и его присутствие быстро будет ощутимо теми, кто будет за ним сидеть и принимать такую пищу. Это может сказаться на любой сфере жизни данных людей, особенно на той, которая на данном этапе неустойчива или в ней что-то не ладится. В доме должна быть и целая посуда. Тогда и семья в нем будет крепкая. Есть нужно из красивой, из радующей глаз посуды. Это поможет в этот момент впитывать сильные энергии вместе с едой, что не только сделает биополе более сильным, но и поможет контролировать потоки энергии, поступающих на протяжении всего времени. Нужные принимать, а ненужные сразу отбывать. О посуде можно сказать, что это символ вашей семьи. Я думаю, никому не хочется, чтобы символом стало что-то разбитое, надбитое или же со сколами. Не стоит долго задумываться, чтобы понять, что произойдет с такой семьей и с отношениями между ними. Если в вашем доме есть погнутые вилки, ножи с отломанными кончиками, такие предметы нужно срочно выбрасывать. Они имеют острые кончики, а значит способны направлять все энергии, которые излучают тому человеку, кто будет ними пользоваться, пронизывая ним энергетику. А этот человек с разорванной энергетикой будет излучать сильный негатив, находясь в жилье, что будет разрушать его энергетику. Ножи обладают энергетической силой, ведь недаром с ними проводят различные магические ритуалы. Если они не будут в надлежащем состоянии, то вы с его помощью сможете в дом привлечь даже злую сущность, которая будет мешать вам жить, отбирая сильные энергии с жилья и с тех, кто в нем живет. Такие люди будут постоянно болеть, а дом угнетать, а через время пугать. Особенно ощутимо это станет в ночное время, когда негативные энергии усиливаются, из-за чего покинет дом домовой, так как не сможет с ними со всеми бороться. Также в доме не должно быть поломанных расчесок, гребешков, так как все это неисправно будет притягивать нехорошие энергии. А вы, стоя перед зеркалом, самостоятельно будете вплетать их в свои волосы, зная, что волосы имеют связь со Вселенной. И этим действием вы не только ее нарушите, но и притянете к себе порчу через зеркало, собрав весь излучаемый ним негатив. А если в него ранее смотрел тот, кто не испытывает к вам теплых чувств или чему-то завидует, то вы с легкостью отдадите этому человеку желаемое. В свой дом притянете депрессию и недобрую энергию. Нельзя иметь в доме фотографии, журналы, вырезки из газет, картины, на которых изображены какие-то неприятные события, аварии, насилие, так как это очень опасно. Не только потому, что будет притягивать в ваш дом энергию смерти, но и потому, что это будет влиять на психику самого слабого энергетически члена семьи, постепенно разрушая ее. Если вы будете их перебирать, или что еще хуже, они будут висеть у вас на стене, и вы будете на них часто смотреть, то вся эта боль, все зло и жестокость, что излучает данное изображение, вы будете притягивать в свой дом. Если на картине будет изображен шторм на море, сильный ветер, то знайте, что эта картина будет выдувать из вашего дома уют, любовь, а на их место придет все полностью противоположное. Не должно быть в доме и картин с закатом, так как такой же закат быстро сможет прийти в вашу жизнь, и вы утратите ее смысл. Порой можно услышать, как люди восхищаются картиной Малевича и стараются, наоборот, повесить ее копию в своем доме. Эта картина хороша для выставочной галереи, но в доме в эту черную бездну будет уходить не только все хорошее, но и положительная энергетика данного жилья.
Старайтесь размещать в своем доме только красивые изображения, цветы, рассветы, глядя на то, что будет приносить не только положительные мысли, но и такие же эмоции, вместе с ними наполнять и ваш дом светом, взаимопониманием, уважением и положительными энергиями. Фотографии умерших родственников способны также негативно влиять на энергетику жилья. От них, конечно, не нужно избавляться, но храниться они должны правильно, отдельно от фотографий живых людей, в коробке, которая будет закрываться. Хорошо, если вы ее будете перевязывать лентой темного цвета. Мысленно желаю всем излучаемым энергиям оставаться только в этой коробке и не распространяться по вашему дому. Когда вы решите достать нужные для вас из нее фотографии или посмотреть на тех, за кем вы скучаете, откройте ее, разместите на подоконнике и отворите окно минимум на 3 минуты. Это поможет негативным энергиям уйти, что не нарушит энергетику жилья. Не стоит держать в доме подарки, которые принесли вам люди недоброжелательные. Они пропитаны насквозь негативом, поэтому их не нужно даже нести в свой дом. А если вам его принесли, постарайтесь как можно быстрее от него избавиться, чтобы потом не жалеть о последствиях, которыми данная вещь наделит ваше жилье. Подарки, которые дарят люди с чистым сердцем, принимайте с улыбкой. Используйте их себе во благо. Они, наоборот, будут притягивать в ваш дом только хорошие энергии и радовать вас. Если в вашем окружении есть охотники или любители чучел животных, рогов и так далее, попросите их сразу и не дарите такое вам. То, что они наполняют свой дом мертвыми энергиями, это их собственный выбор, но эти мертвые энергии никоим образом не должны попасть в ваш дом, так как нетрудно догадаться, что с ними в него поступит одновременно. Такие трофеи способны разрушать все в своем окружении, так как смерть не способна приносить ничего хорошего, особенно смерть, которую такая категория людей притягивает для своего удовольствия. Также не должно быть в вашем доме и растений, которые вьются, потому что они будут мешать энергиям передвигаться по дому. Если кто-то принесет в ваш дом негатив, он быстро завьется, и в таких растениях и избавиться от него будет очень непросто, из-за чего энергетика жилья не будет полностью положительной, а негатив постепенно будет ее разбавлять. Также не старайтесь, чтобы у вас были в доме засохшие растения или засохшими листочками, потому что это все будет сказываться на вас и на энергетике вашего жилья. Помните об этом. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк, в комментариях напишите слово «душа», пусть ваша судьба наполнится огромным богатством и счастьем, потому что это слово «душа» именно в этом видео имеет очень важную энергетику и силу. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.